Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили чрезвычайные новости о известной певице Алле Пугачевой. В последнее время о местонахождении Аллы Борисовны Пугачевой появлялась самая противоречивая информация. Разные источники информации сообщали, что после начала израильско-палестинского конфликта Алла Пугачева могла уехать в разные страны, такие как Болгария, Греция и даже Америка. Однако вчера вечером Дмитрий Сергеевич Песков и министр культуры России дали полную информацию о Алле Пугачевой, ее местонахождении и состоянии здоровья. По данным достоверных источников, Алла Борисовна Пугачева прибыла в Россию из столицы Ливана, города Бейрута. На данный момент состояние здоровья Аллы Борисовны оценивается как средне-тяжелое. По данным официальных источников, основная цель прибытия в Россию Аллы Борисовны Пугачевой – это оформление завещания и необходимых документов на ее детей, а также еще одно чрезвычайное событие – новый криминальный скандал, который произошел в замке Грязи во время ее отсутствия. Чтобы правильно понять данное видео, необходима краткая предыстория. После начала израильско-палестинского конфликта Алла Пугачева изначально переехала на Кипр в город Лимассол. Однако израильские власти обвинили Аллу Борисовну в причастности к смерти ее домработницы Татьяны Гинзбург и депортировали известную певицу обратно на землю обетованную. Аллу Борисовну Пугачеву помещают под домашний арест, но несколько дней назад происходит чрезвычайное событие. Несколько дней назад израильская преступная группировка под названием «Шираза» похищает Аллу Пугачеву из-под домашнего ареста, пересекает границу и оказывается в Ливане, в городе Бейруте. Во время бегства Алла Борисовна Пугачева получила 2 пулевых ранения в область спины. По первоначальным данным, в результате ранений у Аллы Борисовны Пугачевой были серьезно поражены легкие и почки, а также серьезно травмирована левая нога. Однако после осмотра Аллы Пугачевой ливанскими врачами оказалось, что известной певице сильно повезло. Пули прошли на вылет через мягкие ткани и не повредили кости. В течение суток ливанские врачи смогли привести Аллу Пугачеву в удовлетворительное состояние и с помощью ее друга, ливанского шейха Ахмеда Аль-Асира, доставили Аллу Борисовну в Россию. 1,5 дня назад Алла Пугачева пересекла границу Российской Федерации в районе Псковского переезда. Певица закрывала лицо платком, села в черную камрию и уехала в неизвестном направлении. Надо отметить, что по прибытии в Россию Аллу Пугачеву сопровождали 2 неизвестных мужчин в черных пальто. Первым делом Алла Борисовна Пугачева направилась в замок Грязи, где ее ожидал очень неприятный сюрприз. На протяжении того времени, пока Алла Пугачева жила в Израиле, замок Грязи охраняли 3 сотрудников безопасности. К сожалению, в отсутствии Аллы Борисовны произошло чрезвычайное событие. Замок Аллы Пугачевой ограбили, и 3 тела сотрудников безопасности были обнаружены внутри строения. По данным судебной медицинской экспертизы, тела охранников пролежали в замке более 2 месяцев. В результате неожиданного ограбления Алла Борисовна Пугачева понесла серьезный материальный ущерб. Были похищены крупные денежные суммы в валюте, примерно 1 миллион евро, 500 тысяч долларов, дорогие картины, гравюры, иконы, коллекции золотых монет
и дорогая бытовая техника. Аллу Борисовну Пугачеву вызовут в полицию для проверки данного инцидента и причины смерти сотрудников безопасности. Также, по данным прессы, Алла Пугачева во время нахождения в России будет записывать новую песню и готовиться к новым дорогим частным корпоративным музыкальным концертам. Дети Аллы Борисовны по-прежнему находятся с ее подругой в городе Лимассол в стране Кипр. Супруг Пугачевой Максим Галкин продолжает свой концертный тур. Уважаемые зрители, делитесь своим мнением в комментариях, как вы относитесь к приезду Аллы Пугачевой в Российскую Федерацию.